Всех достопочтенных гостей вайшнавов здесь, в этом собрании, сегодня вечером. So we consider ourselves fortunate by the order of His Divine Grace, Srila Bhakti Sundar Govindadev Goswami Maharaj, that He has sent us here this evening personally to greet you all. И мы считаем себя удачливым, мы думаем, что это наше везение, что Шрила Говинда Махарадж послал нас сюда сегодня, в это собрание. And He will be here for the next 5 days, approximately. Он будет здесь, в Москве, под Москвой, приблизительно 5 дней. We're told that it is the nature of a devotee or a vaišnava to always appreciate the qualities and devotion of others. Нам говорят, что такова природа вайшнава, что он всегда видит и ценит качество и преданность других людей. While thinking himself lacking. Тогда как о себе он думает, что он страдает недостатком, отсутствием этих качеств. Right? We find in the Brihad Bhagavatamritam of Sanatana Goswami, he traces the journey of a soul from this world toward the spiritual domain. В Писании Санатана Госвами, называемом Брихад Бхагаватамритам, заключено описание путешествия души, странствия души по различным уровням мироздания. And he also includes there the journey of the great sage and Mahatma Devarshi Narada. И там также приводится рассказ о путешествии великой души Махатмы Девариши Нарады. So it is Devarshi Narada's natural inclination to see devotion in others and offer some praise. И мы видим, что такова природа Нарады, он видит преданность других людей, и он прославляет эту преданность. So, but each time he offers praise to a particular devotee, praising their good fortune at having a connection with Krishna consciousness, they represent themselves as being devoid of any proper devotion and begin to praise another devotee. Но каждый раз, когда Нарада Муни прославляет того или иного преданного, его качество, его связь с сознанием Кришны, неизменно каждый из этих людей начинает говорить о других преданных, ставя их в качестве образца преданности. So, real substantial Krishna consciousness is the opposite of the modern day propaganda promoting rugged individualism and self-assertion. Подлинное сознание Кришны является чем-то прямо противоположным пропаганде и образу мысли нашей эпохи, когда проповедуется идея индивидуализма и присутствует склонность ставить в центр себя. Just as sometimes Srila Maharaj himself would say, although he had been, and this was in his 90s, in terms of his years of age, would say, we shall always be careful ourselves to revere anyone who is even newly connected with Krishna consciousness. Шрила Махарадж в свое время, когда ему было за 90 лет, в очень преклонном возрасте он говорил о том, что, и он подчеркивал этот момент, он говорил, что мы должны быть крайне осторожными в своих обращениях, в своем обращении с преданными, и даже новичкам, недавно пришедшим в движение, мы должны оказывать всяческий почет и уважение. And he also gave some reason why. И он также объяснял, почему это так. He said that because, God willing, they may surpass me in the future and be in the position to give some blessings to me on this path. Он говорил о том, что по воле Бога эти люди в будущем могут оказаться в таком положении и достичь таких духовных высот, что они смогут одарить меня своими благословениями. So, and Guru Maharaj liked to tell the story of when one of the first disciples of the Krishna consciousness movement, Ачьютананде Maharaj, he was in India at the Chaitanya Saraswat Math. Шрила Гуру Махарадж рассказывал также один эпизод, когда один из первых учеников Прабхупады на Западе, Ачьютананде Махарадж, одно время жил в Индии в Шри Чайтанья Сарасват Матхе.
and he was there on the order of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Он жил в Мадхе, следуя указанию Его Божественной милости Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупады, who approved of his disciples taking instruction from Srila Sridhar Maharaj. который одобрил то положение вещей, чтобы его ученики принимали наставления от Шрилы Шридхара Махараджа. And they had the occasion to visit the birthplace of Srila Sridhar Maharaj. И в одном случае выпала возможность посетить место рождения Шрилы Шридхара Махараджа. And Srila Sridhar Maharaj's family members, they were astonished to see that someone would come from so many thousands of miles away from another country, like America, all the way to Navadvip and Bengal, and expressing their appreciation for Mahaprabhu's movement. И члены семьи Шрилы Шридхара Махараджа и жители той деревни, в которой он родился, выразили свое восхищение, свою признательность этим американцам, этим американским преданным, которые проделали огромное расстояние в 1000 миль, которые из Америки приехали в Индию, приехали ради движения Махапрабху и ради святых мест. So one person asked Ачьютананде Maharaj, he said, "We live here in the land of Mahaprabhu and Krishna consciousness and do not have so much appreciation. How is it possible that you are coming from such a foreign land and you have so much appreciation?" И вот один местный житель спросил у Ачьютананды Махараджа, он сказал ему: вы иностранцы, и мы жители здешних мест, мы здесь родились и выросли, тем не менее у нас нет такого признания, такой привязанности к движению Махапрабху, к личности Махапрабху. Вы приехали из столь отдаленных земель сюда, и для нас это удивительно. Что вас привело? And Ачьютананда answered with Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavan Jeev Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij. It is only if someone is blessed with some divine mercy that it is possible, otherwise not. На что Ачьютананда Махарадж процитировал ему строки Священных Писаний. Он сказал, что только лишь по милости свыше такое возможно. Иного пути достичь этого, прийти к этому нет. And what is that? How does that mercy come to us? И каким образом эта милость приходит к нам? The Bhakti Lata Bij, the seed of devotion. То, что называется Бхакти Лата Биджа, семя преданности. It is a conceptual seed. Это, можно сказать, концептуальное семя. It is, and within this seed conception is Krishna consciousness. И в этом семени, в виде зародыша, в зачаточном состоянии, содержится определенная концепция сознания Кришны. That means it must be carried to us by a conscious being. Это означает, что это семя является неким сознательным существом, чем-то живым. So we're told, Hridayena Vinugyato, that from within our heart we will recognize this divine seed conception of Krishna consciousness in the instructions of the Guru and Vaishnava. И нам говорят, что в своем сердце мы признаем и примем это семя божественной концепции. Мы найдем его в наставлениях и в учении гуру и вайшнавов. Srila Govinda Maharaj, when he was giving Harinam initiation recently, he mentioned that under the order of his Gurudev, Bhakti Rakak Sridhar Dev Goswami, he is distributing the seeds of Krishna prema as he travels around the world. Давая посвящение людям здесь, в России, Шрила Говинда Махарадж говорил много раз о том, что, следуя указанию своего Гурудева, Шрила Шридхара Махараджа, он передает или одаривает их этими семенами сознания Кришны, которые он получил от своего Гуру. But it is not a question of knowledge, but feeling, heart. Но речь идет здесь не о знании вовсе, а о чувстве, о сердце. Krishna consciousness is a heart transaction. Сознание Кришны является определенной передачей от сердца к сердцу. It is heart transmission. Передача от сердца к сердцу или взаимодействием сердец. From heart to heart.
от сердца к сердцу. Tene Brahma Hridaya Adikavaye Mujanti Yatsuraya. We're told, from the heart of Krishna to the heart of Brahma, this divine initiation took place. Нам говорят, из сердца Кришны в сердце Брахмы. Это нечто, это некое знание было передано. Таким образом произошла, то есть из сердца в сердце, это божественная инициация. Krishna did not say to Brahma, everything I wanted to tell you is in these books, the Vedas, go read them. Кришна вовсе не сказал Брахме, все истины, которые я хочу тебе поведать, содержатся в этих книгах, поэтому прочитай их, и ты все узнаешь. But by a heart-to-heart transaction, Brahma was enlightened with Vedic knowledge. Но благодаря этому взаимодействию, соприкосновению сердец, Брахма обрел ведическое знание. So, Srila Guru Maharaj, he recognized this quality of heart in Srila Bhakti Sundar Govindadev Goswami many years before. Шрила Шрила Махарадж увидел, распознал и признал эти качества сердца в Шриле Говинде Махараджа много лет тому назад. Just as we're told in the Srimad Bhagavatam that age is no barrier. В Шримад Бхагаватам говорится, что возраст не является преградой. Right? Vyasadeva, the heart transaction went from Vyasa to Sukadeva Goswami, who is at the time of speaking the Bhagavatam, a 16-year-old boy. Эта божественная передача произошла в случае Вьясадева и Шукадева Госвами. Вьясадева передал ему это знание. И Шукадева Госвами к тому моменту, когда он рассказывал Бхагаватам, он был всего лишь 16-летним юношей. And why the 16-year-old boy? Почему 16-летний? There were so many sages in the assembly speaking to Parikshit Maharaj. He had a death notice, 7 days and he will die. All the great sages from the universe assembled there to observe this and also offer some advice. В том собрании собрались все великие личности, все великие мужи, мудрецы Вселенной, которые должны были дать некие наставления или советы Махараджа Парикшиту. Махараджа Парикшиту, которому оставалось жить в этом мире 7 дней. But in the midst of that assembly came Sukadeva Goswami, a 16-year-old boy, and everyone recognized his superior qualifications, and he was given the presidential seat. Но вот посреди этого собрания появился Шукадева Госвами, 16-летний юноша, и все присутствовавшие там признали его особые качества и дали ему возможность говорить. So in the midst of so many exalted personalities, Srila Sridhar Maharaj, he saw in the heart of a 17-year-old boy, who later became Bhakti Sundar Govindadev Goswami Maharaj, that quality of heart that is necessary for the transmission of Krishna consciousness to others. И также в круге, среди этих возвышенных личностей, среди этих многочисленных преданных, Шрила Шрила Махарадж увидел эти особые качества сердца, необходимые для проповеди и передачи сознания Кришны. Шрила Шрила Махарадж увидел их в 17-летнем юноше, который позже стал известен как Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев Госвами Махарадж.